Если это не призрак, то что же это? Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Фильм «Хижина в лесу» The Cabin in Woods 2012 года рассказывает о 5 друзьях из колледжа, которые отправляются в отдаленную хижину, чтобы провести выходные подальше от учебы. Вскоре ребята обнаруживают дверь в подвал, где находят странную книгу, и читают вслух заклинания, которые выпускают на волю полчища зомби. Они даже не подозревают, что хижина является частью подземной лаборатории, где двое ученых манипулируют каждым их шагом на расстоянии. Это захватывающий, напряженный и мрачно-комедийный фильм ужасов, который стоит посмотреть за его уникальный и изобретательный взгляд на жанр. Порадовали действия персонажей, которые не совершали заведомо нелепых и глупых действий, как в других фильмах ужасов. Чтобы не позволить сюжетным секретам проникнуть в благосферу, сценарий фильма «Хижина в лесу» 2012 года пришлось усиленно защищать. Создатели фильма написали фальшивые сцены специально для кинопроб исполнителей главных ролей. Дети! Сюда! Бегите! Другие. Theaters 2001 года. Это психологический фильм ужасов о Грейс в исполнении Николь Кидман, которая изо всех сил старается заботиться о своих детях в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны, с которой должен вернуться ее муж. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила. Все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Грейс уверена, что в доме водятся привидения, но оказывается, что ее дети обладают особой способностью, которая позволяет им видеть мертвых и общаться с ними. Фильм «Другие» 2001 года стоит посмотреть, потому что это мастерски сделанный триллер, который держит зрителей в напряжении на протяжении всего просмотра. Фильм также высоко оценили за его напряженную атмосферу, блестящее использование кинематографических приемов и великолепную игру актеров. Здесь что-то есть. Я чувствую чужое дыхание. Паранормальные явления. Paranormal Activity 2007 года. Фильм ужасов в стиле псевдодокументального кино, поджанра «Найденная пленка», о молодой паре Кэти и Микки, которые переезжают в новый дом. После того, как в доме начинают происходить странные события, Мика устанавливает видеокамеру, чтобы снимать происходящее по ночам, надеясь запечатлеть доказательства паранормальной активности. Продолжая расследование, супруги обнаруживают злую силу, появляющуюся исключительно ночью, когда они спят, и которая намерена овладеть Кэти. Фильм «Паранормальная активность» 2007 года стоит посмотреть, потому что это невероятно напряженный и пугающий фильм, который держит зрителей в ожидании неотвратимого финала. Постоянно ставишь себя на место главных героев и становится действительно не по себе. Картина отличается продуманным использованием ракурсов камеры, звуковым оформлением и атмосферой животного ужаса. Фильм «Паранормальная активность» 2007 года стал самым прибыльным в истории кинематографа, окупившись в прокате почти в 13 тысяч раз. Что это? Книга страшных историй. Страшная история для рассказа в темноте. Scary Stories to Tell in the Dark 2019 года. Фильм ужасов, основанный на одноименной серии книг. В ночь на Хэллоуин 1968 года Стелла, большая любительница страшных историй, и двое ее друзей наряжаются в нелепые костюмы и выходят на улицу. Случайно ребята выводят из себя школьного хулигана Томми и, спасаясь от преследования, знакомятся с неместным парнем Рамоном, а после отправляются в старинный заброшенный особняк. Дом принадлежал семье Беллоус, все члены которых загадочно исчезли почти 100 лет назад, а про дочь семейства Сару до сих пор ходят жуткие легенды, и якобы она может убивать, просто рассказывая истории. Друзья находят потайную комнату, и Стелла забирает домой книгу, где Сара писала свои рассказы. Тем же вечером на страницах книги Стелла обнаруживает новый рассказ, а хулиган Томми исчезает без следа. Фильм «Страшная история для рассказа в темноте» 2019 года стоит посмотреть из-за его захватывающего сюжета, жуткой атмосферы и отличной игры актеров. Это отличная смесь ужасов и комедии, которая будет держать зрителей в напряжении до финальных титров. Ключ от всех дверей. The Skeleton Key 2005 года. Мистический фильм ужасов с Кейт Хадсон и Джоном Хёртом в главных ролях, действие которого разворачивается в Луизиане, где молодая медсестра Кэролайн устраивается на работу в старый плантаторский дом. Вскоре Кэролайн обнаруживает, что дом полон тайн, и ее поиски приводят ее к таинственному ключу от всех дверей. Разгадывая тайну ключа, Кэролайн обнаруживает темную тревожную историю, которая ставит под угрозу ее собственную жизнь.
Фильм «Ключ от всех дверей» 2005 года отлично справляется с нагнетанием напряженности. В нем есть несколько по-настоящему жутких и тревожных моментов. Атмосфера огромного особняка также эффектно создает гнетущую жуткую атмосферу безысходности, подкрепляемую тревожной музыкой и звуковыми эффектами. История увлекательна, персонажи правдоподобные, вызывают симпатию. Фильм однозначно стоит посмотреть. Нет. А это еще зачем? А вдруг оживет? «Демон внутри» The Autopsy of Jane Doe 2016 года. Это мистический фильм ужасов, в котором отец и сын, патологоанатомы Томми и Остин Тилден, расследуют необъяснимую смерть молодой женщины, тело которой хорошо сохранилось и было обнаружено при странных обстоятельствах. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаружив все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам ее жизни и смерти. Фильм «Демон внутри» 2016 года – это мистерия ужасов, вызывающая при просмотре озноб и трепет. Атмосфера морга действительно жуткая и гнетущая, и фильм постоянно добавляет напряженности и страха, заставляя зрителя вздрагивать от каждого шороха. Спецэффекты и грим также впечатляют, особенно эффектен дизайн существ. Сюжет увлекательный, с интересными поворотами и некоторыми по-настоящему жуткими моментами. В фильме также хорошо раскрываются темы веры и семьи, и ему удается убедительно доказать, что вера способна победить зло. «Семья Вурдалаков» 1990 года. Советский фильм ужасов, снятый по мотивам рассказа Алексея Толстого «Семья Вурдалака», действие которого перенесено в 1990-е годы. В некой глухой деревне Яков, глава семьи, раскапывает свежую могилу, чтобы ее ограбить, но неожиданно трупно поживает и нападает на старика, который умирает от полученных ран. Игорь, московский журналист, отправляется в командировку в ту же деревню и обнаруживает, что мертвец вернулся к жизни. Внук Якова нарушает старую заповедь не называть имя покойника, и превратившийся в вурдалака дед нападает на него. Игорь влюбляется в дочь Якова Марию, которая просит его уехать ради собственной безопасности. Когда Игорь возвращается в Москву, то обнаруживает, что отсутствовал более 10 дней. Случайно оказавшись в деревне, Игорь застает ее пустой. В старой церкви он встречает Марию, которая стала вурдалаком, и едва избегает нападения членов ее семьи. Достоинством картины «Семья Вурдалаков» 1990 года можно отнести гипертрофированно темные тусклые цвета, мрачную атмосферу, угнетающую музыку и полную беспросветность существования российской глубинки. Ну что ты? Нет. «Прочь» Get Out 2017 года. Это фильм ужасов с уникальным поворотом сюжета, сочетающий в себе элементы саспенса, комедии и темы расизма. Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому чернокожему фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному белому обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь. Когда Крис узнает правду, ему приходится бороться за свою жизнь. Режиссер Джордан Пил работал над сценарием фильма «Прочь» 2017 года в течение 8 лет. В итоге у него получилась интеллектуальная лента с глубокой идеей. Режиссер сам обозначил суть фильма. «Прочь» — это картина об ожидании. Главный герой картины оказывается в странной ситуации, постоянно ожидает какого-то подвоха. В конце концов он получает удар, но далеко не с той стороны, с которой ожидал. То есть у картины есть зловещий скрытый смысл. Насколько хорошо мы знаем тех, кто находится рядом с нами. Им действительно можно доверять. Здесь произошло что-то ужасное, Эд. Что с тобой? «Заклятие» The Conjuring 2013 года. Фильм ужасов режиссера Джеймса Вана, основанный на реальной истории исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен, столкнувшихся с самым пугающим случаем в своей жизни. Фильм рассказывает о том, как Уоррены исследуют фермерский дом с привидениями в Род-Айленде и пытаются спасти семью, оказавшуюся в ловушке у могущественной демонической сущности. Фильм «Заклятие» 2013 года – это превосходный фильм ужасов, которому удается одновременно пугать и развлекать зрителя. Картина служит напоминанием о том, что зло может принимать разные формы и что оно часто ближе, чем мы думаем. Фильм ужасов «Заклятие» очень ценен с точки зрения правдивости. Если вы хотите знать, кто обитает рядом с нами, если интересуетесь магией, то обязательно посмотрите его. Как минимум потому, что главные герои реальные люди, а сама история снята по событиям, происходившим на самом деле. «Восставший из ада» Hellraiser 1987 года. Классический фильм ужасов, снятый режиссером Клайвом Баркером по мотивам его одноименной новеллы.
Фильм рассказывает о Ларе Коттоне, который благодаря купленной на базаре шкатулке головоломки случайно открывает портал в кошмарное измерение, населенное синобитами, потусторонними садомазохистскими существами во главе с загадочным Пинхедом. Фильм представляет собой уникальную мощную смесь ужасов, фантастики и сверхъестественного, благодаря чему он стал культовым. Фильм «Восставший из ада» 1987 года обладает гнетущей атмосферой и чувством ирреального ужаса, который усиливается запоминающими аудиовизуальными эффектами, такими как знаковый звук цепей синобитов. Актерская игра в фильме на высшем уровне, особенно стоит отметить образ Пинхеда в исполнении Дага Брэдли. Его игра просто леденящая душу, а его персонаж – один из самых культовых злодеев ужаса всех времен. В целом, «Восставший из ада» – это обязательный к просмотру классика, который выдержал испытание временем, и если вы являетесь поклонником фильмов ужасов, то «Восставший из ада» – это абсолютный must-see для вас.